Представьте, что лифт поднимается между этажами, и в этот момент обрываются все несущие тросы. В кино после этого кабина превращается в металлический снаряд и летит до самого дна шахты, но настоящий лифт устроен значительно сложнее. Даже потеря тросов еще не означает свободное падение. Между пассажирами и дном шахты остается несколько независимых систем защиты. Сейчас разберемся, какая из них сработает первой. Всем привет, с вами канал «Как устроен на самом деле», и сегодня мы с вами разберем, что произойдет, если у лифта оборвутся все тросы. Начнем с обычного тягового лифта. Именно такие системы часто используются в многоэтажных зданиях. Кабина соединена с противовесом несколькими стальными канатами или современными армированными ремнями. Они проходят через тяговый шкив, связанный с электродвигателем. Когда двигатель вращает шкив в одну сторону, кабина поднимается, а противовес опускается. При вращении в другую сторону все происходит наоборот. Противовес нужен не для красоты, он частично уравновешивает массу кабины и находящихся в ней пассажиров, поэтому двигателю не приходится каждый раз поднимать весь вес с нуля. Он в основном преодолевает разницу между двумя сторонами системы и сопротивление движению. При остановке электромеханический тормоз удерживает привод, но кабина не висит в шахте совершенно свободно. По обеим сторонам от нее проходят жесткие металлические направляющие. Обычно они нужны для ровного движения, но в аварийной ситуации становятся частью системы торможения. А теперь главный вопрос. Действительно ли кабина держится на одном тросе? Нет, в тяговой системе используется несколько параллельных канатов или ремней. Их точное количество зависит от конструкции, грузоподъемности и модели лифта, поэтому показывать одно универсальное число было бы неправильно. Нагрузка распределяется между всеми элементами подвески, а их состояние регулярно контролируется. Производители подчеркивают, что лифт не должен зависеть от единственного каната. Однако, представим предельно маловероятный сценарий. Система подвески полностью потеряна, и кабина начинает ускоряться вниз. В этом моменте основная задача переходит уже не к тросам и не к двигателю. Кабина начинает двигаться быстрее, чем предусмотрено системой. Контролер получает сигналы от датчиков, но существует отдельная механическая защита – ограничитель скорости. Это важный момент, его работа не должна полностью зависеть от программного обеспечения или обычного привода. Он следит за фактической скоростью движения кабины через собственную систему каната и вращающего шкифа. Когда скорость достигает заданного аварийного порога, ограничитель сначала размыкает защитную электрическую цепь. Питание привода отключается, а рабочий тормоз пытается остановить движение. Если кабина все равно продолжает слишком быстро опускаться, механизм переходит ко второй ступени защиты и приводит в действие ловителя. В верхней части шахты находится шкив ограничителя скорости. Через него проходит отдельный канат, связанный с кабиной. В нижней части шахты этот канат натягивается другим шкивом или натяжным устройством. Пока кабина движется нормально, система свободно вращается вместе с ней. Чем быстрее идет кабина, тем быстрее вращается ограничитель. Внутри устройства находятся механические элементы, настроенные на определенную скорость срабатывания. При превышении порога центробежное движение заставляет их изменить положение. Ограничитель блокируется и удерживает собственный канат. Но кабина по инерции еще продолжает двигаться. Из-за разницы движения натягивается рычажный механизм ловителей. Таким образом, скорость превращается в механическую команду на экстренное торможение. Это похоже не на датчик, который просто отправляет сообщение компьютеру, а на непосредственную механическую связь между движением кабины и ее аварийным тормозом. Ловители располагаются на раме кабины рядом с направляющими. В нормальном режиме они не мешают движению. Между рабочими элементами и рельсом остается необходимый зазор. После срабатывания ограничителя рычаги перемещают клинья или другие тормозные элементы. Они входят в контакт с направляющими и начинают зажимать их. Кабина тормозит не потому, что ловители цепляются за шахты. Они срабатывают именно с прочными стальными направляющими, которые закреплены по всей высоте движения. В пассажирских скоростных системах остановка должна происходить контролируемо. Кабина не должна мгновенно замереть так, будто ударилась об бетон. Ловители создают тормозное усилие и гасят скорость на некотором расстоянии. Конкретная схема зависит от типа и скорости. После такого срабатывания лифт нельзя просто запустить кнопкой. Оборудование должен осмотреть специалист, определить причину и вернуть механизмы в рабочее положение. А что находится в самом низу шахты? Там установлены буферы, последняя ступень защиты при движении кабины или противовеса крайней нижней точки.
В зависимости от конструкции это могут быть пружинные или масляные устройства. Их задача поглотить часть энергии и смягчить движение, если кабина прошла ниже нормальной зоны постановки. Буфер не стоит воспринимать как огромную подушку, на которую лифт может безопасно падать с любой высоты. Это резервный элемент, рассчитанный на определенные условия и скорости. Основную аварийную остановку при превышении скорости должны выполнить ограничитель и ловитель. Полный обрыв всех элементов подвески – зрелищный сценарий, но безопасность лифта зависит не только от него. Больше всего внимания при обслуживании уделяет дверям и их замкам. Лифт не должен начинать нормальное движение с открытой дверью, а дверь шахты не должна свободно открываться, если кабины нет на этаже. Проверяется и рабочий тормоз привода. Он должен надежно удерживать систему после остановки. И еще один важный параметр – точность выравнивания кабины с этажом. Если пол кабины оказывается заметно выше или ниже площадки, пассажир может споткнуться. Также необходима исправная аварийная связь. Застрявшему человеку не следует самостоятельно раздвигать двери или пытаться выбраться через люк. Нужно воспользоваться кнопкой вызова, сообщить о ситуации и дождаться специалиста. Поэтому исправность лифта определяется не одним эффектным механизмом, а это результат совместной работы тормозов, дверных блокировок, датчиков, механических защит и регулярного обслуживания. Теперь посмотрим, что делает электромеханик. Сначала специалист оценивает работу лифта в обычном режиме, плавность разгона и торможения, точность остановок на этажах, работу кнопок, индикации дверей. Затем проверяются замки шахтных дверей, датчики и защитные электрические цепи. Любая неисправность, способная повлиять на безопасную работу, должна быть устранена до возвращения оборудования в эксплуатацию. Осматриваются элементы подвески, приводная машина и тормоз. Специалист ищет повреждения, износ и отклонения от требований производителя. Отдельные регламентные испытания касаются ограничителя скорости, ловителей и буферов. Такие проверки выполняются подготовленными специалистами по установленной процедуре. Создавать аварийную ситуацию ради демонстрации никто не должен. На современных подключенных системах часть параметров может контролироваться дистанционно. Датчики фиксируют отклонения в работе и помогают обнаружить неисправность до того, как ее заметит пассажир. Но удаленная диагностика не отменяет осмотра и работы техника на месте. Итак, если представить полный обрыв системы подвески, кабина действительно начнет двигаться вниз, но ее скорость контролирует отдельный механический ограничитель. Он отключает привод и приводит в действие ловители, которые тормозят кабину на стальных направляющих. Внизу шахты находятся резервные буферы. Лифт безопасен не благодаря одному неразрушимому тросу, а благодаря нескольким независимым уровням защиты и регулярному обслуживанию. Спасибо за просмотр. Это был канал «Как устроен на самом деле», и здесь мы простыми словами рассказываем, как работают привычные вещи, техника и сложные механизмы. Подписывайся, чтобы не пропустить новое видео.